Из филе куриной грудки готовлю красивые вкусные рулеты и рубленые котлетки. У меня 2 полных куриных грудки. Промыла под водой, просушила бумажным полотенцем и удаляю всякий ненужный жирок, убираю малые филе, срезаю пленочки, косточки вместе с мясом удаляю. Также разрезаю пополам и удаляю средние хрящики и косточки. А теперь зачищенное филе куриной грудки разрезаю в один пласт. Очень тонко резать не пытаюсь, может порваться. А вы на канале готовим с вами вместе. Вот такой почти ровный пласт получился. Готовлю пряно-соляную смесь. 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка черного молотого перца, пол чайной ложки порошка сухого чеснока, 1/3 чайной ложки молотого кориандра и 1/5 чайной ложки молотого мускатного ореха. Перемешиваю и добавляю 3 чайные ложки любимого рафинированного растительного масла. Перемешиваю, и если густовато, добавляю 1 или 2 чайную ложку масла. Количество масла можно регулировать, насколько более или менее соленым получится рулет. Каким более или менее плотным слоем смесь будет наноситься. Еще мне понадобится обычная белая нитка, если можно, то потолще. Можно взять специальный шпагат или специальную прорезиненную сетку. А теперь пласт куриного филе смазываю пряно-солевой смесью. Если смесь более жидкая, то она наносится более тонким слоем. Смесь нанесла, и теперь заворачиваю пласт мяса в рулетик. Если пласт мяса не очень красивый получился, есть дырочки, то отрезаю ту часть, которая не вписывается в ровный пласт, и этот кусочек заворачиваю вовнутрь рулета. А теперь рулет начинаю обматывать ниткой, чтобы держал форму. Узелков не завязываю. Первый оборот нитки придерживаю пальцем и дальше накручиваю нитку. С торцов рулета мясо заправляю вовнутрь и прижимаю ниткой. И еще раз прокручиваю нитку по всему рулету и оставляю свободным длинный конец нитки. За этот конец я буду раскручивать нитку на готовом рулете. У меня получились 2 хороших небольших рулетика. Из остального филе куриной грудки не получились такие плоские красивые кусочки. Поэтому из них составляю 1 большой. Нахожу пару больших ровных кусочков, укладываю их друг за другом внахлёст, а с одной стороны друг за дружкой 1 на 1 укладываю все остальные кусочки поменьше. Каждый промазываю смесью. Так использую все кусочки. И все они пригодятся. А теперь всю эту конструкцию аккуратно заворачиваю в большой рулет. И точно так же перематываю ниткой. Так рулет будет держать форму. Также оставляю длинный конец нитки. Когда рулет закручен ниткой, тогда сверху обмазываю еще солено-пряной смесью. Буду запекать в фольге. Большой рулетик будет запекаться один в фольге. Фольгу сначала заворачиваю вдоль, а потом по краям поперек. Точно так же укладываю 2 маленьких рулетика в 1 кусок фольги. Не забываю найти и расправить длинный хвостик нитки. И также заворачиваю в фольгу. Укладываю на противень и отправляю в духовку сначала на 15 минут при 200 градусов, а затем до 1,5 часов при 160-170 градусах. А пока рулетики готовятся, приготовлю рубленые котлетки. У меня остались 4 малых филе. Сначала нарезаю каждое на тоненькие ленточки, а потом поперек на маленькие кусочки.
Отправляю в миску, солю по вкусу, добавляю немного сухого чеснока, черного молотого перчика, натираю на терке 1 зубок свежего чеснока, добавляю 1 чайную ложку крахмала, у меня оказался последним, и 2 чайные ложки обычной муки, а также 2,5 чайной ложки домашнего майонеза. И еще добавляю 1 сырое яйцо. И все хорошенько перемешиваю до однородной массы. А вы на канале готовим с вами вместе. А из остальных обрезков куриной грудки у меня варится вкусный бульон. Для приготовления рубленых котлеток буду использовать десертную ложку. Беру полную ложку с горкой такой ложки готового фарша для рубленых котлеток. Сковороду ставлю на огонь разогреваться, добавляю растительное масло и на разогретую сковороду выкладываю рубленые котлетки. Люблю делать их небольшими и плоскими. Так они быстро готовятся и хорошо прожариваются. Как только котлетка снизу прихватилась, переворачиваю на другую сторону. Так они получаются ровными с обеих сторон. А если перевернуть позже, то с одной стороны будет ровная, а с другой стороны горбатая. Перевернула и накрываю крышкой. Жарю на среднем огне. Слежу, чтобы не горело. С каждой стороны жарю примерно по 5 минут. Довожу до красивой румяной желаемой корочки. Всего у меня получилось 9 котлет. Они получаются очень нежными, сочными и вкусными. А рулетики за это время испеклись. Проверяю на готовность. Прокалываю вилкой или ножом. Хорошо прокалывается, значит готово. Маленькие рулетики отправляю на тарелку остывать. А что там с большим рулетом? Тоже готов. Раскрываю фольгу пошире и отправляю еще на 10-15 минут в духовку, чтобы немножко подрумянился. Рулеты остыли при комнатной температуре и провели ночь в холодильнике в контейнере. Теперь можно снимать нитки. Очень удобно раскручивать за оставленный длинный хвостик нитки. Рулетики получаются красивые и хорошо держат форму. Когда они охлажденные, они очень хорошо нарезаются острым ножом. Но очень тонко нарезать не получится, они начинают крошиться. Такие рулетики вполне можно поставить на праздничный стол. И очень вкусно кушать просто на бутербродах. И большой рулет получается красивый на срезе и нарезаются на не очень тонкие кусочки. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, подписку, комментарии и делитесь с друзьями. Из 2 полных куриных грудок получилось 4 рулета, 9 рубленых котлет и вкусный куриный бульончик. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!